Dark Pact. Новое умение, представленное в Path of Exile версии 3.0 Dark Pact, заслужило большую популярность среди игроков. Итак, вашему вниманию представляю гайд по данному умению. В этом гайде вы увидите, с чего начать прокачку персонажа, какое преимущество данный билд имеет перед другими его братьями, какие минусы и плюсы, детально об эквипе и древе умений, связки камней. Так как мы начинаем прокачку за дикаря, то нет лучше пути, чем взять камень раскола и двуручную дубину с хорошим ДПСом. Пожалуй, прокачка дикаря считается самой легкой и удобной. Лично я качал персонажа аж до 50 уровня, прежде чем полностью переключиться на Dark Pact. Советую воспользоваться камнем клич стойкости, он очень упрощает прокачку. Дойдя до лабиринта, мы берем подкласс Берсеркер и первый пассивный навык Вестник войны. Убиваем монстров, проходим сюжетную линию и ждем 50 уровня персонажа. Первое, что лично, на мой взгляд, улучшает геймплей, это возможность передвигаться за счет шквала клинков. Так как основное оружие, которое мы будем использовать, это одноручный меч, а не двуручный посох, рука помощи, который так и приелся всем. Второе, это билд не такой уж и дорогой получается по сравнению с остальными его собратьями, и даже можно его использовать как лига стартер. Третье, это офигенский синий эффект от меча при использовании любого атакующего умения. То есть каждый раз, когда мы передвигаемся за счет шквала клинков, мы видим на экране этот синий поток энергии, который проносится перед нами. Круто ведь. Плюсы. Моды на картах нас совсем не волнуют, за исключением одного, отсутствия лича. Суперскорость зачистки карт. Хорошая живучесть за счет валпакта и умений берсеркера. Возможность старта на новой лиге с этим билдом. И минусы. Без регена с валпактом может быть порой опасно. Без прохождения Убер лабиринта бывает тяжеловато бегать карты высокого тира. И если в группе кто-то убил монстров быстрее, чем вы успели закастовать свой Dark Pact, то сами знаете, что произойдет. Давайте перейдем к разбору эквипа и древа умений. Оружие. Я выбрал одноручный меч, представленный в новой лиге Харбрингеров. Струящиеся мысли. Большой процент увеличенного урона от чар, плюс немного урона молнии к чарам, а самое главное, возможность вызвать приспешника, который будет каждые 6 секунд накладывать на воздействие колдовской выброс, за счет которого значительно увеличивается урон от чар, скорость их сотворения и повышается регенерация маны. И плюс ко всему прочему, крутой эффект голубого статического разряда при использовании атакующих умений очень уж скрашивает геймплей. Броня. Выбор пал на стеганый труп, так как 20% увеличенного урона по области и 50% увеличенного урона по этой области значительно улучшает скорость зачистки карт. Обувь. Конечно же, корни Каома, желательно с осквернением на +1 к заряду ярости. Перчатки. Можете брать любые желтые перчатки с большим запасом к максимальному количеству хп и хорошим стихийными резистами. И бонусом было бы найти и такие, у которых будет увеличенная скорость атаки. Всегда же есть эссенция, которыми можно закрафтить хорошие перчатки. Пояс. Побольше жизни резистов и желательно продолжительность действия флаконов. Шлем. Опять же, побольше жизни, резистов. Для зачарования, конечно же, идеально иметь плюс 40% к увеличенному урону Dark Pact. Опять же, не обязательно. Все зависит от размера вашего кошелька и наличия хаосов в нем. Кольца. Тут желательно скрафтить кольца и получить на них увеличенный урон хаосом. И как всегда, побольше жизни и резистов. Ожерелье. Все то же самое, как и с кольцами. Щит. Как ни странно, но это один из основных предметов, который будет сильно влиять на ДПС. Так что постарайтесь найти щит, у которого будет побольше увеличенного урона от чар, увеличенная скорость их сотворения и побольше хп. Не забываем про резист. Основной связкой будет Dark Pact, эхо магии, контролируемое разрушение, манипуляция пустотой,
концентрация области или расширение области действия, урон хаосом или Empower 3 уровня. Связка умений представлена по возрастанию, так что для 5-линка и 4-линка просто убирайте последние названные камни. Связка для убийства боссов. Увядание, колдующий тотем, продление, ускорение сотворения чар. Для передвижения. Шквал клинков, ускорение, наскок, либо же камень укрепления, кому как удобно. Для аур. Богохульство, спешка, метка браконьера. На боссах я меняю на путы времени. Для защиты. Призыв к бессмертию, сотворение чар при получении урона, призыв голема огня, ловушка молний вал для боссов. Древо умений. Для удобства древо умений было разделено на несколько частей. Сейчас рассмотрим первую часть, это 20 очков. Мы берем все ноды с хп у дикаря, поднимаемся выше по дереву и берем большой нод. Это 20 очков. Для лучшей прокачки персонажа, для живучести, чтобы пройти побыстрее и побольше этапов. Ну а второй этап это 48 очков. Мы уже продвигаемся ближе к дереву ведьмы. Захватываем немножко жизни, маленькие ноды на жизни. Идем постепенно к ведьме. Тоже берем жизни, побольше жизни, потому что дар пакта использует жизнь за прокаст. И берем большие ноды на жизнь. Это 48 очков. $71 очко умений. Мы уже будем настраиваться на ДПС, поэтому идем к убийце. Берем побольше жизни опять же, и теперь уже берем на урон, на хаос урон. Не забываем про валпакт. Берем большой кластер с хаос уроном. Небольшой кластер рядом с валпактом. И это, пожалуй, 71 очко. Теперь 92 рассмотрим. Теперь будем брать уже на расширенный урон по области. Побольше жизни опять же. Берем большой кластер рядом с дикарем. И надо взять еще жизней и джевелов, чтобы мы смогли ставить джевелы в наше дерево. Вот примерно так будет выглядеть практически законченное дерево. Теперь мы добираем уже урон чарами и небольшие кластеры для улучшения качества билда. Вот так вот примерно будет выглядеть дерево умений наше. Ссылку на него я обязательно оставлю под видео, кому как удобно будет.
Если вам понравился гайд и вы хотите увидеть больше новых гайдов, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео со своими друзьями, а те, у кого есть мысли, как улучшить билд, ну или внести в него коррективы, добро пожаловать в комментарии под видео.